Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие текущие события на подходе, что произошло и какие движения сегодня с утра и днем ожидать от рубля, доллара, евро, золота, нефти и других ключевых активов. Так, друзья, но то, что касается сегодня экономических событий, сегодня вот важные данные выходят только по Германии и Европе, по крайней мере из того, что сейчас заранее можно по графику предполагать. И, по-видимому, это будет влиять на евро. Сейчас мы посмотрим, какое движение здесь предполагается. Также сегодня могут поступить новости от ОПЕК касательно дальнейшей политики по нефти, но пока еще не до конца ясно, будет ли это сделано сегодня. И сегодня может быть сделан очередной шаг в части принятия Соединенными Штатами санкций против РФ. Но это будет ближе к вечеру. Тогда мы, может быть, это отдельно еще детально посмотрим. Так, давайте начнем с анализа позиций по фьючерсам Форекс. Сейчас 6:51 по Москве. В 7 часов биржа сделала начало торгов. Об этом вчера в телеграм-канале я новость постил. С моей точки зрения, это гораздо более здравый шаг, чем бесконечно расширять время торгов. То есть надо было сразу просто круглосуточно сделать и все. Потому что круглосуточная торговля на фоне увеличения, если произойдет, инвестиционной привлекательности страны, это может привести к значительному притоку капитала. Но кто-то говорит, это спекулятивный капитал, ну и пусть хотя бы спекулятивный капитал приходит. Так, друзья, фьючерс на индекс РТС. Смотрите, здесь юрики очень мощно сократили шорты, то есть здесь ставка на то, что пойдет отскок и рост фьючерса на индекс РТС. Сбербанк, вот здесь ситуация обратная, то есть здесь ставка на то, что Сбербанк скорректируется после вчерашнего движения. Газпром, здесь тоже ставка на то, что Газпром будет корректироваться. Достаточно странная ситуация, когда по РТС делается ставка на рост по основному индексу, и в то время как по ключевым акциям делается ставка на снижение. Сейчас по графику посмотрим, почему такая картина возможна. ГМК. Здесь ставка на продолжение роста, она пока не достаточно уверенная, но тем не менее, если смотреть на график и на сделки, которые протекают, по сути, ГМК весьма вероятно в ближайшее время погонят на 26 тысяч. Рубль-доллар, сишка. Здесь ставка на то, что доллар будет укрепляться к рублю. Евро-доллар ставка на то, что будет снижение. Причем, видите, здесь какая-то она просто достаточно мощная ставка. Евро-рубль. Здесь уверенная ставка на то, что евро к рублю будет расти. Британский фунт. Что-то в британский фунт перестали верить. Делают ставку на то, что он будет проседать к доллару. По серебру, ну здесь делается ставка на то, что будет боковик. А вот по золоту ждут отскока и роста цен на золото. Газ. Здесь тоже ставка на то, что газ немножко подрастет. Так, далее десятилетние облигации США. Ну смотрите, никак вот этот сигнал на то, что тренд переломился и они будут снижаться, он не наступает. То есть сейчас идет консолидация, и обычно такие вот движения, они приводят к тому, что рост продолжается. Опять же, пока четкого сигнала на продолжение роста нету, но то, что сразу не пошел слом тренда и снижение, это говорит о том, что вполне возможно потенциала для движения вниз его и нету. Ну а мы с вами помним, что если снижения здесь не будет, это негатив для российского фондового рынка, для нефти, вообще для emerging markets. Так, друзья, далее китайский рынок CSI 300 индекс. Ну смотрите, что-то никак у него на устойчивый возврат вот в эту консолидацию не происходит. Возможно, действительно имеют место быть серьезные проблемы. И с моей точки зрения, проблема может как раз крыться вот в этом PMI, который вышел в воскресенье, в понедельник. То, что по сути идет снижение деловой активности в производственном секторе Китая. Вообще как бы прогноз был, что она немножко снизится, но снизилась она больше, чем предполагалось. То есть, возможно, как бы здесь что-то происходит, что пока как бы не сильно бросается в глаза, и в ближайшее время оно выплывет на поверхность. Но и на текущий момент Китай, конечно, задает немного негативный фон. Опять же, здесь вот смотрите,
у нас есть демаркационная линия, это 5300. Вот если она будет пробита и там пойдет закрепление, это, конечно, будет не очень хорошо, потому что в этой ситуации следующее движение 4980. Ну и на все рынки тоже это будет достаточно неприятное влияние. Если переходить от нефти к часовику, видно, что его удерживают и пока ему падать не дают. Так, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Здесь все-таки пошел тренд на снижение, но пока не критичный. То есть пока вот те значения, в которых он находится, они указывают на то, что мировая экономика, она продолжает двигаться немножко вперед по инерции. То есть здесь можно будет говорить о том, что тревожный звоночек, и мы пошли в откат. Это опять же пробитие 1470-1450 вот этого диапазона. То есть здесь будет в этой ситуации сигнал на то, что идет затухание морских перевозок, с моей точки зрения. Так, далее SFD на американский фьючерс S&P. Что здесь? Ну, пытается он скорректироваться, сходить вниз. На текущий момент у него есть уровень, который 3850. Если этот уровень в результате отката не пробивается, то значит ничего страшного не происходит. Ну, небольшой выпуск пара после такого хорошего отскока. Так, сейчас 7 часов по Москве, открылись торги. Давайте посмотрим, что происходит. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Но опять же, видите, вот находимся под сильным уровнем. И чем дольше мы здесь находимся в такой формации, тем больше вероятность того, что разовьется движение, возврат на уровень 56,6. Так, далее дневка, дневной таймфрейм. Но здесь, по сути, мы подошли к важному уровню. Это 63, 63, 62,9. На самом деле, вот здесь вот где-то он заканчивается. И в случае его пробития здесь развивается серьезный коррекционный откат. И, по сути, будет реализация вот этой выпуклой фигуры, у которой конечная цель движения первая это на 55,6, и в случае закрепления на этом значении пойдет более сильное снижение цены. Так, далее часовой таймфрейм. Ну смотрите, вот на часовом таймфрейме дневной уровень, который 63, 62,8, он пробит. Но пока на текущий момент это, в общем-то, ложный пробой, он пытается отскочить. И, соответственно, ближайшие час-3, если мы вот из этого штопора выходим и закрепляемся выше 63-63,1, это приводит к тому, что уже в начале дня пойдет коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 64,5, вот сюда, вот к этому значению. Если сейчас мы закрепляемся под 63 и пойдет повторный пробой 62,5, то развивается более глубокая коррекция к тем уровням, которые мы с вами сейчас смотрели на дневке. Так, далее золото. Ну, по золоту, по сути, нащупали дно. Это промежуточный уровень 1705. Часовой таймфрейм, если мы не получим сейчас в ближайшее время пробитие 1704, то, соответственно, до обеда у нас по золоту цель движения будет находиться на 1724. Вот сюда вот. Так, далее серебро, дневной таймфрейм. Соответственно, здесь сейчас вышли на важный уровень, который 26,2, 26,1. Если вот этот уровень не пробивается, то нас ждет отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока 26,8. Если сегодня будет пробитие 26,2, 26, ну даже 25,9 и пойдет консолидация ниже 26, то, соответственно, уже на ближайшее время по серебру будет движение, цель которого 25,1 и потом, возможно, 24. Пока вот этот сильный уровень не пробит, здесь весьма вероятно будет накопление и коррекционный отскок. Первая цель это 26,8 и потом, соответственно, движение вот сюда вот на 27,85, 28. Так, друзья, ну и вот часовой таймфрейм по серебру. Здесь прям вот произошел разворот. И в ближайшее время нас ждет первое движение 26,5, вот сюда вот. И, соответственно, если мы здесь закрепляемся, то следующая фаза это как раз сходить на 27, 26,8, вот сюда вот в этот диапазон. Если здесь таки будет пробой 26, 25,9, тогда его понесет вниз
уже достаточно сильно. Но на текущий момент, с моей точки зрения, более вероятен коррекционный отскок сюда и, возможно, сюда. Я думаю, такое движение на сегодня более вероятно. Но опять же, пробой с закреплением этого значения никаких шансов сегодня на рост ему не оставит. Далее USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Вот уже сегодня открытие с гэпом вверх. Доллар немножко вырос к рублю. Переходим на часовой таймфрейм. Смотрите, вот 74,4, 74,45. Вот здесь находится область. Если она сейчас в ближайшее время пробивается, то у нас отсюда пойдет импульс движения. Цель этого импульса будет сходить вот сюда, вот на 74,75. Если сейчас в ближайшие часы вот этого пробоя не происходит, у нас отсюда развивается коррекционный откат, у которого цель движения 74,1, 74,15, вот сюда, вот в эту зону. Я думаю, сейчас на текущий момент времени наиболее вероятно движение вот сюда, вот в эту область 74,45, попытаться ее пробить и сходить на 74,75. Вот это движение мне видится сейчас более вероятным. Соответственно, следующий шаг, если происходит пробой 74,85, то у нас есть следующая волшебная цель движения, это 75,15, 75,3. Так, друзья, далее евро-доллар, давайте недельку глянем. Но смотрите, вот сейчас в ближайшее время будет борьба за уровень 1,2. Соответственно, пробитие этого уровня приведет к движению, целью которого будет 1,1941, 1,1942, вот сюда, вот в эту область. Вот. Если у нас текущие значения удерживаются, здесь пробоя не происходит, давайте перейдем к более короткому таймфрейму, то у нас отсюда, если пробоя нету, напрашивается коррекционный отскок, у которого цель движения 1,2142, вот сюда, вот в эту область. Для того, чтобы такой отскок произошел, необходимо удержание уровня 1,2. То есть, вот сейчас движение не должно развиться на 1,2 и 1,995. Если вот этот уровень не будет пробит, если удерживается, особенно вот в диапазоне в районе 1,2020, то на сегодня, на первую половину дня нас ждет отсюда коррекционный отскок. Первая цель движения 20.76, и в случае закрепления в этом диапазоне следующая цель это 1,2142. Так, друзья, далее евро-рубль, Tomorrow, вот торги открылись, немножко евро укрепился, юрики делали ставку на то, что евро вырастет к рублю, так оно и произошло. Сейчас евро-рубль находится в сильном диапазоне 90,3588 и 8, соответственно, наиболее вероятно движение в ближайшее время именно в этом диапазоне. То, что касается сегодня, если мы в ближайшие часы закрепляемся выше 89,5, 89,55, начинаем здесь торговаться, то у нас возникает отсюда импульс движения, первая цель которого 89,85, и в случае закрепления следующая цель движения находится на 90,15, вот сюда вот. В каком случае это движение на рост евро к рублю не разовьется? Оно не разовьется, если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 89.23. В этой ситуации начнется следующая фаза движения, первая цель которого укрепление рубля на 89, 88,9. Сейчас, я думаю, более вероятно, либо пойдет движение вот сюда вот, либо мы будем находиться в боковике от 89.25 до 89.55. Вот здесь вот в этом диапазоне. Ну, как бы евро-рубль все-таки больше почему-то на ум приходит консолидация, но как бы ставка юриков, она указывает на то, что может быть короткое сильное движение наверх, вот сюда вот, а может быть даже вот сюда. Так, друзья, ну и вот фьючерс РТС, дневной таймфрейм. Здесь у нас попытка реализации движения вниз на 1041, 1040,5. Но если рассматривать часовой таймфрейм, у нас вот здесь возникло двойное дно. И в том случае, если не пойдет фаза движения с пробитием 143 тысячи, нас ждет отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока будет 141 тысяча, 145 тысяч 100, 145 тысяч 400. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если мы сейчас все-таки идем вниз и пробиваем вот этот диапазончик,
то у нас первая цель движения будет 142 500, и потом отсюда, соответственно, цель сходить на 140 500. Пока на текущий момент больше вероятность того, что здесь будет либо консолидация, либо отсюда произойдет все-таки прорыв и хотя бы коротенький задерг наверх. Цель этого задерга первая 145 200 и в случае закрепления 146 500. Вот. Ну, сейчас с этими утренними торгами не до конца динамика ясна. То, что просела нефть и проседает Китай, это все-таки дает больше оснований для движения вниз. Но опять же, обращаю внимание, позиции по юрикам, которые юрики заняли на лонге, они могут привести к какому-то короткому движению, ну хотя бы куда-то сюда. Потом пойдет откат в соответствии с общей тенденцией. Вот. Но на текущий момент вот этот уровень является ключевым. Если его не пробиваем в ближайшее время, то либо мы находимся вот в этой консолидации 144 500, 143 тысячи, либо будем попытаться как-то выдернуть наверх и сходить хотя бы вот куда-то сюда. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, мой Telegram канал. Удачных торгов, всего наилучшего.